coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, с вами Холдем, и мы начинаем проходить игру «Убей или люби». Новая новелка, ну как для меня новая, я о ней ничего не слышал, а она уже, ее уже давно, все ее уже прошли. Ну, много людей уже прошло. Я ни хрена не знаю, про что она, кто там вообще. Какая-то ноунейм новелла. Я ее нашел вообще в Стиме, просто бегал по новеллам, искал бесплатные новелки, и вот наткнулся на нее. И меня зацепило название. Ну, давайте тогда без лишних слов вперед. Рекомендую предыдущие новелки, которые я проходил, посмотреть, или другие плейлисты с другими уже играми, не новеллами. Это художественное произведение. Имена, персонажи, действия, места, происшествия, события и главные лица являются продуктами воображения автора. Любое сходство с реальными людьми, живыми или мертвыми, является случайным. Предупреждение. Игра содержит описание насилия. Джек? Чей-то голос зовет меня. Проснись, Джек. Женский голос. Я бы продолжил спать дальше, но этот голос не собирался сдаваться. Я открыл глаза. Доброе утро. Ты хорошо спал? Глава 1. Нерешительность. Нерешительность. Ты хорошо спал? Я ее знаю, не только потому, что она моя медсестра. Я знаю ее уже давно. Ее зовут Анна. Что, не можешь говорить? У тебя в горле пересохло? Подожди секунду. Она вернулась с водой в бумажном стаканчике. Она помогла мне сесть и потом поднесла стакан к моему рту и дала мне напиться. Хорошо, теперь тебе лучше? Да, спасибо. Здорово. Тебе здесь удобно? Ты хорошо спишь? Как твоя нога? Болит? Тебе не скучно? И я в порядке. Раз ты так говоришь, то все хорошо. Скажи мне, если я смогу чем-нибудь помочь. Ладно? Да, договорились. Вообще-то... Да, Джек, что такое? Какое сегодня число, знаешь? О, только это? Сегодня 3 августа. Понял, спасибо. Что-нибудь еще? Я пожал плечами. Ну, тогда ладно. Мне пора идти. Другие пациенты, понимаешь? Но я скоро вернусь. Не волнуйся. Она наклонилась и чмокнула меня в губы. Пока-пока. Начало дневника. 3 августа. Я собираюсь убить кое-кого. Нормальное начало дневника. Я собираюсь убить кое-кого. Наверное. Ее зовут Анна. Я не хочу этого делать. Я не жестокий человек. Но что еще я могу сделать? Было бы неправильно оставить ее в живых, верно? Но пока я не могу ее убить. Я слишком слаб. Сегодня я проверял силу захвата, обхватил рукой запястье и сжал его. Я не могу причинить боль, ни капельки. Я не смогу причинить боль, ни капельки. Хотя это не имеет большого значения. Даже если бы я был бы достаточно силен, чтобы причинить боль, мне все равно пришлось бы ждать. Я ничего не могу сделать, пока не узнаю, что Грейс в безопасности. Грейс. Мне больно думать о ней. Я хочу сказать ей, что мне жаль. Мне так жаль, что я втянул ее в это. Пожалуйста, будь осторожна, Грейс. Грейс, 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 Грейс. Я успокаиваюсь, когда пишу твое имя. Грейс, Грейс, Грейс. Мне так жаль. 4 августа. Слава богу, дневник все еще здесь. Я боялся, что она найдет его. Когда я увидел, что она его не нашла, испытал огромное облегчение. Я очень хотел сделать в нем запись, но не сделал. Мне нужно быть терпеливым. Я буду писать только тогда, когда буду уверен, что Анны нет рядом.
а не тогда, когда она ходит, ухаживает за пациентами, притворяется, что она не та, кто есть на самом деле. Как же хорошо, что я подождал. Она вошла в комнату всего лишь через несколько минут после того, как я проснулся. Она улыбалась и спросила, как прошла моя ночь. Я сдержался, чтобы не высказать ей в лицо, что я на самом деле думаю об этом месте и о ней. Я имею в виду, что не смогу все скрыть, только не после случившегося. Но, по крайней мере, я смогу притвориться, что не собираюсь делать то, что задумал. И кто знает, может быть, она подумает, что я стал таким, как раньше? Я ни за что не вернусь и скорее умру, чем снова стану таким. Но было бы здорово, если бы она поверила в это. Тогда бы она потеряла бдительность. Что ж, сейчас это не так уж и важно. Даже если она узнает, что я планирую ее убить. Что с того? Что с того? Я в любом случае оборву ее жизнь, если все идет к этому. Я сделаю это. Если мне нужно убить Анну, чтобы спасти Грейс, я сделаю это в мгновение ока. Хотя я немного поспешил. Грейс даже не нужно спасать. Точно. Грейс в порядке, где-то далеко. Ничего не подозревая. И я беспокоюсь по пустякам. Точно. Если только 5 августа. Я еще не набрался сил. Я что, теряю терпение? Может и так. Доктор говорит, что так и есть. Я проявляю нетерпение. Я попросил его показать мне несколько упражнений, но он велел мне заткнуться и отдохнуть. «Куда ты так торопишься?» – спросил он меня. Я не могу рассказать ему, поэтому промолчал. Следующей моей идеей было найти оружие, но я не увидел ничего подходящего. Буду продолжать искать хоть что-то, чем можно воспользоваться, хотя надежда уже угасает. Я имею в виду, что мог бы вытащить иглу из моей руки, которая соединяется с капельницей, но вреда с капельницей, но вряд ли ее можно считать хорошим орудием убийства. Что тогда? Я ничего не могу придумать. Мой разум затуманен наркотиками и болью. Черт возьми, почему здесь всегда так много дерьма, сука? Почему мне всегда приходится иметь дело со всем этим? Ничего из того, что я пытаюсь сделать, не работает. 5 августа. Снова. Я успокоился. Я не могу позволить себе потерять самообладание. Ни сейчас, ни потом. Никаких эмоций. Это произойдет, когда я буду в безопасности, скорее всего. Букву потеряли. Когда мы будем в безопасности? Я и Грейс. Моя самая большая проблема – это неспособность ходить. Они вправили кости моей ноги и все такое. Она заживает в гипсе, но пройдет много времени, прежде чем я смогу ходить. Прежде чем я снова смогу ходить. Я так думаю. Может, скоро я смогу ходить с костылями? Это поможет мне вернуть силы. Я спрошу у доктора, когда увижу его. Сейчас раннее утро. Я слышу, как кто-то идет по коридору, медленно, не торопясь. Шаги звучат так, будто они носят больничные тапочки. Скорее всего, это доктор и медсестра. Надеюсь, это не Анна. А другая медсестра. Умоляю, будь кем-то другим. Открывается дверь, входит доктор, а на шаг позади него медсестра. Не Анна. Я вздохнул с облегчением. Очень больно, да? Нет, дело не в этом, доктор. Но это может подождать. Если только это не срочно. Это нет. Очень хорошо. Доктору не больше 35 лет.
На нем золотые часы и красивые кожаные туфли. Он совсем не похож на врача, больше смахивает на бизнесмена. Доктор ходит от кровати к кровати с медсестрой, проверяя пациентов и проводя с каждым не более минуты. Напоследок он подошел к моей кровати. «Так, мистер Фрайдей, что с тобой случилось? Давай посмотрим еще раз». Он листает какие-то бумаги и цыкает. «Ах, ты упал». «Да». «Как ты умудрился?» «Ох, эти вещества, которые мы нашли в твоей крови, проясняют эту тайну». Ой. Игнорировать. Что такое? Не очень умно, не так ли? Подняться и... «Доктор, вы не можете так говорить». «О, тогда засуди меня. Не делай этого снова. В следующий раз я не буду тебя латать, слышишь?» «Постараюсь больше так не делать. Он груб, но это меня не беспокоит. У меня есть более важные вещи. Доктор, когда я смогу ходить? Хотя бы на костылях?» «Я не знаю». «Что? Что? Вы же доктор, не так ли? Мой доктор». «Тот самый». «Как ты думаешь, кто тебя оперировал?» Я посмотрел на свою ногу. Внезапно я почувствовал неуверенность в том, что смогу что когда-нибудь увижу свою ногу без гипса. «Неужели вы не можете хотя бы предположить, когда я смогу ходить?» «Лучше не стоит». Медсестра, стоящая рядом с доктором, выглядела смущенной. Она прижала руку к колбу и вздохнула. «Но почему нет? Разве я не заслуживаю знать? Видишь ли, здесь играет роль множество факторов». Да что ж такое? Доктор начал рисовать правой рукой сложные узоры в воздухе. «Множество факторов могут повлиять на то, как быстро ты выздоровеешь. Много. Так что кто может сказать точно? Какие факты? Например. Тьфу, какие факторы? Например. О, их целая куча. Какие? Например. Например, Он посмотрел на свои бумаги. Например, твое нестабильное давление, что, кстати, чушь собачья. Ты переживаешь из-за чего-то? Да. Нет. Нет, доктор, это не так, я в порядке. Он слегка нахмурился. Что ж, с тобой все будет нормально. Откинь ноги и расслабься. И вообще, чего ты так торопишься? У тебя нет работы, которая бы ждала тебя. А? Откуда вы это знаете? Откуда вы это знаете? О, медсестра Он начал щелкать пальцами, пытаясь вспомнить. Анна? Медсестра Анна, она самая. Она сказала мне. И да, я знаю о вас двоих, не надо изображать удивление. Ты счастливчик, знаешь? Да. Когда я первый раз услышал, я был против того, чтобы позволить ей заботиться о тебе. Объективность и все такое, понимаешь? Но она действительно этого хотела. Так что я подумал, пусть попробует. И она хорошо это понимает. Так что, думаю, все в порядке. Доктор посмотрел в пустоту, а потом перевел свой взгляд на меня и улыбнулся. О, я понял. Это из-за нее. Что? Это из-за нее ты хочешь отсюда свалить, да? Я тебе не виню. Здесь вообще нет никакого уединения. О нет, я не... А теперь не стыдись. Я понимаю, на что это похоже. Он улыбнулся. Но ты не можешь думать о таких вещах. Тебе нужно как следует отдохнуть. Хорошо? Хорошо. Он ушел, подняв вверх большой палец. Двое других пациентов смеялись и насвистывали, а еще один ворчал, должно быть, от зависти. Идиоты. Мой журнал прижат ко мне в новом укрытии. Я перепрятал его уже 3 раза. Я должен сделать запись. Мои мысли прожигают дыру в черепе. Я должен поделиться ими с кем-то, даже если этот кто-то клочок бумаги.
Но не сейчас, она все еще где-то рядом. 6 августа. Черт побери, черт бы все побрал. Я застрял здесь, и мне нечего делать, кроме как лежать и ждать. Ждать, 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 ждать. Ждать, ждать и еще раз ждать. Все, что я могу делать, это ждать. Да что ж тебя... Ждать, ждать, ждать. Как долго? Прошло 2 часа после того, как я записал эти слова. Я смотрю на маленький блокнот, который является моим дневником. Он у меня в руках. Мне удивительно повезло, что он у меня есть. Кто-то оставил блокнот и ручку в тумбочке рядом с моей кроватью. А я по привычке проверил ящики, и они оказались там. Теперь это единственное, что помогает мне остаться в здравом уме. Здесь нет телевизора, нет книг или даже журналов. Я пересчитываю оставшиеся в блокноте страницы, проверяя уровень чернил в моей ручке. Затем вошла она. Я чувствую, как мое сердце останавливается. «Добрый вечер, мальчики!» Она здоровается со всеми, но смотрит только на меня. Я пробормотал приветствие в ответ. Тем временем мои руки все еще держали блокнот. Цеплялись за него, если быть точным. Я чувствую, как на лбу выступили капельки пота. Блокнот маленький, очень маленький. Должно быть, мои руки скрывают его от посторонних глаз. Или нет? Даже если Анна его заметила, то не обращает внимания. Она выкатывает тележку с нашими лекарствами. Пока она возилась с другими пациентами, я спрятал блокнот и ручку под одеялом. Разгладил его и спокойно улегся. «Ты как, дорогуша?» Тихо, я ничего не пропустил. «Да, дорогуша». «Ты как, дорогуша?» Я чуть не подпрыгнул от шепота Анны. Я не заметил ее приближения. «В порядке, я в порядке, спасибо». Джек, разве ты не помнишь, что я тебе говорила? Не стоит изображать из себя храбреца. Я знаю. Я здесь ради тебя. Понимаешь? Что это значит? Она знает? Видишь ли, я обо всем знаю. Она наклонилась ближе, я чуть не упал в обморок. Все. Да? Да. Я немного поболтала с твоим доктором, понимаешь? И он рассказал мне о том, как много у тебя неприятностей там, внизу. Как только я понял, что она имела в виду, мое напряженное тело сразу расслабилось. Ах да, ты про это. Думаю, это небольшая проблемка. Ох, милый, мне очень жаль. Твое здоровье важнее секса. Но ты не волнуйся, я никуда не уйду. Она кладет руку на мое одеяло и рассеянно гладит его. Это делает меня счастливой. Снова увидеть тебя таким. Каким? Инвалидом, который никуда не может убежать? После того, как ты вел себя до аварии, я подумала. Не бери в голову. Она без предупреждения наклонилась еще ближе. Я чувствую ее горячее дыхание на своей щеке. Но раз уж ты так рвешься, Джек, я обещаю, что после того, как тебя выпишут, я подарю тебе лучшие воспоминания в твоей жизни. Я заставлю тебя наконец забыть о Грейс. Ее слова подобны пощечине. Я могу только пялиться в ответ. Значит, ты все еще заботишься о ней. Мне это не нравится. Кто-то вроде тебя и кто-то вроде нее, вы вообще не должны были быть вместе. Пожалуйста, думай только обо мне. В конце концов, мы созданы друг для друга. Если я это сделаю, если я пообещаю, что всегда буду с тобой, ты оставишь Грейс в покое? Нет, так не пойдет. Я не могу это сделать. Раз ты спрашиваешь об этом, значит, ты все еще думаешь о ней. Она не имеет к этому никакого отношения. С тем, что ты сделала со мной, и что я сделаю с тобой. Оставь ее в покое. Ты ее где-то держишь?
По крайней мере, эта девушка хороша в одном. Благодаря ей ты был хорошим мальчиком, хоть и все так же в замешательстве. Анна, пожалуйста. Я чуть не заплакал. Я хочу рвать на себе волосы. Анна снова улыбнулась. Хорошо, милый. Я обещаю, что не причиню ей вреда. Если только ты сделаешь для меня одну вещь. Ты знаешь, какую? Знаю. Конечно, знаю. Это то, что она говорила мне делать в течение многих лет. Еще до того, как я попал сюда. Она как заезженная пластинка. Ты хочешь, чтобы я все вспомнил? Да. Ох, я не могу дождаться. Когда ты это сделаешь, все будет идеально. Мы снова будем вместе, навсегда. Обещай, что вспомнишь. Обещаю, что постараюсь. Нет, этого недостаточно. Ты и раньше обещал, что попробуешь. И посмотри, к чему это нас привело. Скажи мне, что сделаешь это. И я обещаю. Я все вспомню. Хорошо. Мы поработаем над этим, когда ты выйдешь отсюда. Но если твоя память... Извиняюсь. Если твоя память вернется к тебе раньше, скажи мне, прежде чем кому-то еще. Хорошо? Пока-пока. Она выкатывает тележку, в последний раз бросая на меня свой жуткий взгляд. Я не могу ей сказать, что уже вспомнил. Я знал это еще до травмы. Я знал это, когда мы оба были детьми. Она... Нет, я не могу ей сказать. Если я это сделаю, она победит, и Грейс умрет. И может быть, я тоже умру. Я не могу победить, подыгрывая заблуждением Анны. 7 августа. Что потерял... Я не увидел, там что-то написано, какая-то новая глава, 2. Что потерял... Я уже не увидел, что дальше. Хорошее место, чтобы остановиться. Прям хорошее. Тут и остановимся. Но, честно говоря, пока что интересно очень. Мне интересно все-таки узнать, что это она хочет от нас выведать. Что мы должны вспомнить, непонятно, конечно. Что-то мне очень везет, что хотя я сам постоянно ищу такие новелки, где всегда есть кто-то с небольшим синдромом Яндера, блин. Либо мальчик, либо девчонка. Ой. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше уже в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.